Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, что мы сегодня будем творить? Я тут вижу, есть демоны. Ну как демоны? Я вижу, есть Берсерк, есть Темпларка, есть Квапа и есть Спектра. Короче, смотрите, мы можем поступить следующим образом. Мы можем попробовать поиграть через убийц. Я хочу попробовать реализовать Темпларку, если, конечно, у меня получится это сделать, потому что в последнее время мне что-то как-то на легендарную фигуру не везет от слова совсем. Не знаю, с чем это связано, кто-то меня, похоже, проклял, но ладно, это уже такое. Не будем сильно сейчас об этом думать. Ну ладно, окей, я сейчас расскажу вам историю. Короче, я 6 игр подряд пытался записать Керри Марси. И знаете, что произошло? Ой, произошло самое ужасное. У меня Керри Марси появлялась на 35-м, ну короче, с 30 по 35 раунд в 3 звезды. Зато мои противники спокойно собирали Керри Марси на 20-м, на 25-м раунде. Некоторые даже умудрялись и на 18-м, и на 17-м раунде это собрать. У меня прям так пятая точка горела, что не передать словами, насколько это было жестко. И еще я попытался, записал я шаманов, и я думаю такой, ну я хочу попробовать эмпреску записать через зверей. Я думаю, это будет очень сильно, это будет очень мощно. И что вы понимали, я через аптечку священника делаю все красиво. На 19-м раунде я получаю себе 10 уровень. О-хо-хо! Сларк, это хорошо. И я, кстати, знаете что? Я, наверное, возьму Башер. Потому что Башер первого тира мне очень нравится. Особенно под Сларка, либо под какого-то алхимика. Башер первого тира прям нормальный такой предмет. Он тильтит нереально. Кстати, я хочу выйти в 10 монет, поэтому я сейчас эти вот фигуры лишние продам и продолжу свою историю. Так вот. Хотел я поиграть через импреску, и на 19-м раунде я себе взял 10 уровень. Я сидел в 50 монет плюс ровно до 25-го раунда. И что вы понимали, я импреску в 2 звезды смог найти только на... если не ошибает мне память, то на 31-м или на 32-м раунде в 2 звезды смог найти. Зато мой противник нашел себе 6 шаманов, и абсолютно все у него фигуры были в 2 звезды. То есть у него была импреска, дизраптор и все такое, и, короче, он меня порвал. Потому что ему в моменте заспавнился генерал в 3 звезды и дух пятерка в 3 звезды. Боже, как мне было больно. Ой-ой-ой, ну не передать словами. Если в этой игре, в принципе, у меня получится реализовать импреску, то значит будет импреска в этой игре. Ну, по превьюшке, я думаю, вы все прекрасно сами поймете, что будет здесь в игре. Но все же, как бы я вам озвучу свои мысли. Вот так. По поводу Башера первого тира. Мне, на самом деле, этот предмет понравился. То есть, если у вас есть Керри, который очень быстро бьет, то есть, допустим, какая-то Марси, Сларк и тому подобное, то герой прекрасный под этот Башер. Поэтому Башер первого тира не всегда скипайте. Если есть герой, допустим, Марси, то берите этот Башер первого тира, потому что очень жестко станет и очень-очень может свои коррективы внести, скажем так. Довольно-таки неприятные. Я бы хотел себе Темного Лорда на старте в 2 звезды, но у меня слишком губа сейчас раскатилась, чтобы я еще и Темного Лорда в 2 звезды со старта нашел. Да-да. Вот у меня Сларк есть 2 звезды, Клокверк 2 звезды есть, и все. Этого достаточно. На самом деле... Мне бы Тинкера в 2 звезды и Резака, и было бы идеально. Я бы вышел из инкама, взял бы себе 6 уровень, сидел бы в халявных роллах и кайфовал от жизни. Вот. Так. Хочу попробовать реально на убийцах сыграть. Но раз Сларк так пришел, то в принципе почему и нет. Предметы у меня неплохие под Сларка. Я бы даже сказал шикарные предметы. Есть здесь и сумка Пандамена, и аптечка, и Мамора. Может даже баф. Баф людей, может, найду. Будет у меня 3 меха, 3 гоблина и 3 человека. Будет хорошо. Так, но на самом деле у меня сейчас самый сильный стол. Меня никто не должен порвать, поэтому будет все хорошо. Хотя, наверное... Может, стоит выйти из инкама и поставить себе баф чернокнижников, чтобы у меня было побольше шансов выигрывать каждый раунд. Ладно, выйду из инкама, короче, поставлю себе баф чернокнижников, потому что, мне кажется, 20% от хила мне слишком сильно зарешают в этой игре. Так, ребят, кстати... Мне нужен ваш фидбэк, потому что я ж недавно на канале выложил свое интервью, где я подробно рассказываю, что будет с будущим канала и тому подобное, про себя немного рассказываю. Вот, мне нужен ваш фидбэк, как вам это интервью.
Ну, кто смотрел. Потому что статистика на самом деле такая себе под этим интервью. Мне кажется, что многим просто не зашло. Просто просмотров много, а вот часов просмотра мало. Вот прям это неприятно. И мне хочется узнать просто ваш фидбэк насчет этого интервью. Что не понравилось, может, потому что там и игра была годная фоном. Там Темный Лорд был. Довольно-таки необычной игре. Скажем так, не самой лайтовой. Я специально такую нашел игру, чтобы она была подольше, поинтереснее, поэпичнее. Ну, короче. Кстати, там Хускар довольно-таки неприятный, с бафом воином. Но я, по сути, должен с Ларком его загасить. Сларк у меня будет посильнее, плюс у меня станы есть. Будет хорошо. И, кстати, мне нужен один Темный Лорд. И он у меня будет в 2 звезды. Либо яйцо какое-то. Если яйцо упадет, будет вообще шикарно. Хочу Трента взять. Я думаю, сейчас раунд выиграл. Кстати, выиграл. Но у меня просто Сларк посильнее будет. У меня есть Молот Грома, у меня есть Башер. И все. Этого достаточно. Видите, вечный стан вешаю постоянно. Ну и плюс баф чернокнижников у меня есть. Хотя Сларк... Ой, Сларк. Хускар нормально мне так по лицу только что надавал. Я думал, у меня сейчас снесет. Из-за того, что брони нет. Дум! И собака. Ой-ой-ой. Ладно, выйду из инкама. Поставлю баф людей, выйду из инкама. Продам этого чернокнижника, поставлю... Кстати, а у меня-то рубрика все по 2. 2 темных лорда, 2 Трента, 2 Тинкера. Идеально. Короче, темный лорд мне пригодится. Хотя на самом деле и Дум прекрасный персонаж. Но Дума я не хочу брать. А вот 2 Трентов я возьму. Потому что если я соберу его в 2 звезды, это будет куча отхила. Это будет огромный кусок мяса, который будет не только танковать, так еще и хилить сверху. Прям вообще идеально будет. Хотя так хочется взять этого Дума. Ну, я думаю, Трент будет намного эффективнее. Да. Только бы мне сначала друида найти хотя бы, чтобы было бы намного лучше, но... Видимо, не в этой жизни. Не знаю, брать убийц или не брать убийц, или пока так сидеть. Если сейчас, в принципе, выиграю раунд и дальше буду в винстрике, то у меня будет куча денег. И, по сути, по экономике я не просяду. Но если я сейчас проиграю раунд, мне будет очень тяжело. Да, ну, в принципе, у меня сильный стол. Я не должен проиграть. По крайней мере, я так думаю. Если... Ну, кстати, тренд мне пригодится под убийц. То есть, смотрите, я могу, в принципе, начать играть через эльфов. Башер. Башер! Надо убить его. Надо его убить. Ну, тут я раунд выиграл. Кстати, если что, я использую сейчас небольшое... прозрение, скажем так, сверхъестественные способности посмотреть в будущее. В общем, если вы наведете на свой инкам... Обалдеть. Я, наверное, сейчас делаю плохо то, что ставлю вместо Сларка нефритового генерала, но сейчас мобы. Можно, в принципе, потерпеть, я думаю. Думаю, все будет хорошо. Короче, когда вы наведетесь на свою экономику, то там вы увидите такую фразу: за серию поражений, либо за серию побед вы получаете плюс монетку. Если там написано плюс 0, то значит вы раунд проиграли, либо выиграли. Ну, соответственно, от того, что вы там играете на лустрике, либо на винстрике. Так можно в некоторых моментах использовать, там, не знаю, реликвию, например, либо что-то еще. Так, на самом деле здесь есть еще и Мамора. Может, у меня сегодня будет маршрут перестроен, и я поиграю через нефритового генерала, если Мамора придет, а? Как вариант. Сейчас посмотрим. Я не хочу загадывать, но мы сейчас посмотрим это. Так, давай, реликвия. Мамора! Нефритовый генерал сюда. Успел забузить его. Отлично. Прекрасно. Так, ну мне бы в идеале найти бы минус броню. Еще один башер, рукавичка. Возьму талисман на уклонение. Талисман на уклонение мне поможет. Вот так закину. Вот так вот закину. Башер в тебя.
и выйду из инкама. Я хочу панду еще немного оставить. 7 уровень у меня на 11 раунде. Плюс баф людей. Если сейчас мне еще и люди усилятся, будет вдвойне шикарно. Кстати, миссы я, наверное, закину все-таки в Сларка, чтобы он не помирал. Я чисто сейчас так рискую, выйдя из экономики, из-за того, что у меня сильный стол. Если бы я не был сейчас уверен в своем столе, я бы по-любому из экономики бы не выходил, а выходил бы в 50 монет плюс. Но из-за того, что у меня есть темный лорд, тренд и тому подобное, то я оставлю все как есть. Еще и Марси пришла. Возможно, даже в эльфов перестроить, чтобы было бы... чтобы было у меня все получше. Если, конечно, Марси мне придет 2 звезды. Вместо Сларка поставлю Марси, и будет идеально, да? Можно будет, в принципе, на 9 эльфов сыграть. Так. 2 парня играют на лустрике. Хорошо. Для меня это только в кассу. Они играют на лустрике, а это означает, что я становлюсь намного-намного больше. Для меня это только плюс. Блин, ну было бы идеально, конечно, Марси найти бы в 2 звезды. Так, первый парень на лустрике сюда. Спасибо. Спасибо, что инвестируешь в меня. Я сейчас получаю очень-очень много денег. Еще и гоблины мехи идут. Ладно, продам их. Продам их, они мне не нужны. Да и на самом деле мне и пивная панда не особо нужна. Я не хочу играть через кунг-фу сегодня. Что-то в последнее время мне как-то с Марси не везет. Если что, то вдруг кто не знает, я раньше говорил о том, что Марси поломали, то сейчас Марси очень хороший персонаж, потому что ее починили. Теперь у нее скорость атаки такая, как и должна быть. Поэтому, ребят, можете спокойно обузить Марси через синергию кунг-фу. Все как мы любим. Марси сильна. Кстати, генерал у меня уже в 2 звезды. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог, дай бог. Мамора с Маморой мне повезет, и у меня придет в 3 звезды ранней. Боже, если он у меня придет ранний в 3 звезды, это будет развал. Я тогда точно перестроюсь в какой-нибудь другой билд. Либо же я поставлю себе 4 духа, либо 6 духов и 4 бога. А, ну не получится, наверное. Я, наверное, поставлю себе 4 бога. А если здесь будет 6 богов, то я его под 6 богами еще сделаю. Это будет такой разнос. Это будет идеально. У меня аж горло рыпеть начало от волнения. 9 винстрик. На самом деле, если я кому-то дам свой винстрик, это будет обидно. Но пока что вроде бы я никому не могу отдать свой винстрик, кроме Хускара в 2 звезды. Но у Хускара в 2 звезды там не очень хорошие предметы, поэтому я думаю, мне плевать. Мамора, пожалуйста. Давай. В этом сезоне ты в первый раз должна мне принести фигуру в 3 звезды. Молю. Молю. Ребят, держим за меня кулачки, что у меня придет нефритовый генерал в 3 звезды. В принципе, у меня все хорошо. ХП есть, деньги есть. Все прекрасно, все отлично, все отменно. Так, а здесь паренек. Ага, тут я тоже выношу. Хорошо. Башер. Ай, успел Тинкер закастить свои ракетки вонючие. Ломай, ломай, ломай его. Хорош. Было бы классно, если бы мне панда кунг-фу пришла. Было бы вообще отменно. У меня уже 41 монета, я вообще уже чилю. Идеально чилю. Сларка пока не хочу продавать. Пусть будет. Так. 5 из 9 у меня Мамора. Если я продам собаку, продам панду, это будет плюс 5 монет. Но по идее я могу выйти сейчас в 50 монет. Там будут убийцы. Темный лорд накинул на Сларка щит. Хорошо. На одной монетки мне не хватает. Цемку продам. Жетон. Шаман. Я возьму жетон, потому что там есть убийца. Но это плюс даст мне урон к Сларку. А рок войны я переделаю.
И сломанный меч возьму, плюс 25 урона. У меня сейчас 170 урона с руки у Сларка. Я думаю, это сильно. Сларку как раз в моменте там не хватает урона. Леший. Не, ну если сейчас мне Мамора притащит нефритового генерала в 3 звезды, то мы можем сыграть реально через 4 бога. А если там будут 6 богов, это будет развал. Не хочу пока Сларка убирать. Мне вместо него некого поставить. Возможно, кстати, я поставлю сегодня немного Горна. Так, тут я тоже порвал, потому что у чувака всего лишь 3 убийцы. Тренд хиль. Хорош. Тренд силен. Ну, на самом деле, решает Темный Лорд сильно вместе с Ларком. Оба очень много урона нанесли. Сларк 3600, а Темный Лорд 1800. Яйцо. Темпларка. Ой, Темпларка. Темпларка. Оговорочка по Фрейду. Мартретка. Моя любимая Мартретка. Но сейчас ее ставить не вариант. 79 Мамора. Так, тихо. Тихо, не волнуемся. Держим за меня просто кулачки. Если мне нефритовый генерал на 19 раунде придет в 3 звезды, это будет нечто. Давно мне так Мамора ничего рано не приносила. Так, тут я выиграю, хорошо. Ой, как Хускар много урона накидывает. Прям очень много урона Хускар накидывает на самом-то деле. Мне бы стол посильнее. На самом деле у меня сейчас все отмена, но мне бы стол посильнее, потому что меня могут вынести. Может через яйцо апнуть себе мартретку и поставить мартретку? Наверное, стоит баф людей уже разобрать. Да, пока что баф людей разберу. Поставлю 2 трентов. 2 таких мясистых героя, которые будут хилить. Я думаю, это имба. Яйцо, если честно, я пока не хочу тратить. Блин, 79 Мамора, пожалуйста, не подведи меня, Мамора. Есть, кстати, аптечка священника. Можно, знаете, как будет поступить? Отдать свой винстрик, взять аптечку священника и взять себе 12 уровень. Я тут проиграл. Ай-яй-яй, вот этого я опасался. Вот этого я опасался. То, что я проиграю раунд. Черт. Мой мейн-керри сдох. Ладно, первый проигрыш, ничего страшного. Наверное, все-таки мне стоило мартретку закирить. Еще один тренд. Я бы на самом деле мог бы уже тренда поставить себе в 3 звезды, но я не хочу так много денег тратить. Так, панду пивную продам. Думаю, уже время. А вот Горна-Агр мне поможет, кстати. Потянет время, пока мои разгонятся и начнут давать в табло. 79, боже, 2 раунда уже в простое, это плохо. Мне нужен Фурион и Лон-Друид. 2 этих героя мне помогут. Ну, короче, да, реально можно будет попробовать взять на 20-м раунде, если упадет аптечка священника. И специально попроигрывать раунды. Хотя это надо делать тогда, когда у меня будет 10 уровень. Да. Специально будет так надо делать, только когда у меня будет 10 уровень. 89! Пожалуйста, 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 на 21 раунде, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Режим Жигуля активирован. Не знаю, у меня почему-то горло хрипит. Поэтому я тут немножко завожусь так. Врум-врум. Антимаг. Ну вот, кстати, там парень поставил себе троллей антимага. Есть вероятность, что если он соберет антимага себе в 2 звезды, то он может даже в топ-3 залететь спокойно. Блин, как Сларк долго разгоняется. Ой-ой, и сумка, и аптечка, и то, прям хочется, понимаете? Так что, делать богов? У меня 8 из 9 на Маморе. Блин, не апнулся.
Что ж делать, что ж делать? С аптечкой я пока спешить не буду. Драконы, кстати, там собираются. Скорее всего, будут маги-драконы. Ладно, короче. Поверю я в нефритового генерала. Я надеюсь, что в ближайший раунд он сейчас у меня вырастет. И все будет хорошо. Я, наверное, все-таки возьму аптечку священника. Возьму. Сейчас, если буду проигрывать, я буду получать тонну опыта. И есть вероятность, что с помощью этих аптечек я смогу себе сделать 12 уровень. Аптечек. С помощью аптечки. Аптечек. Вот это я гениально сказал. Так, нормально. Здесь я раунд вытащил. Хорошо. Там, кстати, парень делает себе кучу трехзвездочных фигур на гоблинах. Не в первый раз я замечаю, что делают вот такой вот мув, когда делают очень много трехзвездочных фигур дешевых. То есть Тинкер, Резак, Клокверк, Гоблин, Убийца и тому подобное. Все. Все, ребята. ГГ. Если там никто гритеров не соберет, им ГГ. Может, на самом деле там соберут темпларку в 3 звезды, ну, 2 звезды с хорошими предметами, тогда мне точно будет ГГ. Но сейчас, я думаю, у них нет шансов. Такое не переживается. С аптечки я спешить не хочу. Так, тут убийцы собираются. Ну вот на самом деле, смотрите, если убийца себе спокойно соберет... Не, это точно моя игра. Драконий рог с первого раза найти. Как вам? Учитесь, ребята, пока я жив. Учитесь. Показываю скилл. Реально, сегодня обходимся без болтов на 28. На 22-м раунде находим себе нефритового генерала в 3 звезды. Это первый момент. Второй момент. Находим с первого раза себе драконий рог. Идеально? Идеально. Кстати, может продать лишние фигуры. А я не могу в любом случае... Ой-ой-ой. Ладно. Богов немного поставлю себе. И дальше надо идти уровень. Можно, знаете, как еще сделать? Можно будет поставить 5 драконов. Хотя не, у меня драконий рог есть, поэтому нет смысла от этих 5 драконов. Я в моменте подумал о том, что можно было бы поставить себе 5 драконов. И кайфовать от жизни. Но сейчас я прекрасно понимаю о том, что мне это не надо. 5 драконов мне 100% не надо. Так, что мне теперь надо по сути? Так, клевер отлично. Или ману плюс 50. Возьму ману плюс 50, чтобы у меня камни нормально регенились. Драконий рог это, конечно, хорошо. О, там темный лорд в 3 звезды, маги, драконы собрались. Сильно. Я опасаюсь магов-драконов. Хотя, если на самом деле у меня нефритовый генерал нормально закастует камни, вообще плевать, вот как сейчас, в принципе. Вечный стан. Это шикарно. Так, Дуська. А Дуська проиграл винстрик, да? Я хотел к тебе прийти. Забрать у тебя винстрик, а тут еще и дух пятерка есть. Короче, есть план у меня, ребят. План надежный, как швейцарские часы. Собираем сейчас себе следующим образом стол. Ставим себе 4 бога. Поставим себе 4 духа. Плюс там у меня будет энное количество чернокнижников. Все, и вот с таким вот планом будем развивать дальше события. Друидов пока не продаю, потому что там есть леший. Леший пригодится.
Кстати, баф чернокнижников я, конечно, зря распродал. Я гений просто. Я просто непризнанный гений, что распродал баф чернокнижников. 20% от хила мне поможет. Так. Сюда. И в уровень. Блин, ну эти предметы мне не нужны. Хотя, на самом деле, посох третьего тира мне необходим будет, потому что я посох третьего тира закину под духа пятерку. Поэтому я возьму посох третьего тира. Пока что закину в темного лорда. И, соответственно, инсектоидов тоже закину сейчас в нефритового генерала, потому что это будут уклонения. А 50% уклонения лишним не будут. Если сейчас будет последним легендарным героем хан, это будет идеально. Пожалуйста, чтоб был хан. Пожалуйста. И чтоб мне дух пятерка пришел пораньше. Если мне придет дух пятерка в 2 звезды довольно-таки рано, им всем торба. Это будет идеальная комбинация для полной аннигиляции. Просто нефритовый генерал будет кастовать свои камни, а дух пятерка будет добивать. Кстати, там собралось 9 убийц. Неприятно. Берсерк гениальный. Парень в берсерка закинул... О, там очищающая сфера. Это меня не радует. Очищающая сфера... Это жесткий предмет. Так, тут я спокойно выношу. Тут они сейчас в вечном стане будут все находиться. Уи. Боже, какая это аннигиляция. На самом деле, знаете, кто меня может спокойно вынести? Это антимаг под гритерами. Да на самом деле, любой сильный керри под гритерами может меня спокойно аннигилировать. Не оставить мне ни единого шанса. Но мне нужно найти духа пятерку. Нахожу его в 2 звезды, закидываю ему посох третьего тира и все. Это торба. Ой, квапа в 2 звезды. И там темпларку нашли. Ребята, у меня есть некоторые проблемы. Меня могут спокойно вынести. Если там соберется огромная темпларка, а камни будут кидаться не туда, куда надо, то у меня есть проблема. Я, кстати, заблокирую себе нежить, чтобы мне не падала нежить. Есть 2 легендарные фигуры в нежити, поэтому я их заблокирую, чтобы они мне не мешали. Ой-ой-ой. Пожалуйста, стан, стан! Хорошо! Отлично. Я аж немножко испугался. Немного испугался. Там на меня убийцы так напрыгнули, что у меня аж немножко стало не по себе. Рыжий лис 2 звезды. Минер. Кстати, минер неприятно. Но больше всего меня опасает это квапа. И маг-дракон меня опасает. Если они там соберутся огромными, то... Ой-ой-ой, Джакира, подмагов. Это неприятно. Ну ладно, ничего страшного. Убийца, конечно, там имеет уже винстрик. Ну, 3 единицы, но все равно. 22 хп у него. Но если он найдет себе темпларку, будет печально. Темпларка поломает мне всю малину, которую я хочу. 2 секунды КД на камнях. Если что, то стан 4 секунды. То есть у меня есть окно в 2 секунды. Сильно? Я считаю, очень сильно. Так, минус это челик. Кунг-фу панда. Спасибо, конечно, тебе, но мне-то не нужна. Так, это мы меняем. И блокируем нежить. На всякий случай медузу возьму, пригодится. Лишним уж точно не будет. И поставлю ее пока что вместо Сларка. Так, маг. Маг-дракон там слабоват, но там минус. Там есть Дум. Кстати, о птичках. Там есть Дум. Это плохо. Дум это неприятно. Дум это очень неприятно. Если Дум накинется куда надо, то мне торба. Дум прилетел! Ой-ой-ой!
Я еще и аптечку забыл заюзать. Вот это я гений. Вот это я гений. Я аптечку забыл заюзать. Непризнанный гений. Да. Дурак. Ой, хорошо. Щит 5-го тира нашел. Кстати, посох 3-го тира пока что отдам нефритового генерала, потому что он даст хп, и, соответственно, я на нем стаки заработаю. Чтобы сразу в духа 5-ку, если что, закинуть посох со стаками. И уничтожать всех и вся. Вот, конечно, я жесткую ошибку сделал, то, что аптечку не заюзал. У меня могло быть уже половина 11 уровня. Просто половина 11 уровня. Ну, сам провтыкался, молодец. Будет не уроком. Так, сумка, яйца. Или мета. Я, наверное, возьму... Хотя ладно. Пойдем пока что поищем. Я, наверное, все-таки возьму мету на всякий случай, чтобы перестраховаться. Если вдруг меня сейчас сильно сносить будут, то мета хотя бы мне поможет. А духа 5-ки, я так понимаю, темпларка. Но мне надо дух 5-ка. И энигма мне, кстати, нужна. А что-то типа лешего будет сегодня? На самом деле я теперь волнуюсь. Ой-ой-ой. Нет, 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 стан, стан. Ай-яй-яй. Мне надо бессмертие найти в идеале. Ладно, ну сразу 18 опыта получил. Вот бы я еще и не забыл в предыдущем раунде бы заюзать, я бы уже было бы 11 уровень. Так, энигма хорошо. Энигма пригодится. Мага выкинем, я поставлю себе сразу 4 духа. Горный вождь не нужен, Джакира... Да, в принципе, возьмем, пусть будет пока что. Может, все-таки поставлю драконов-магов с каким-то контролем. А драконий рог я во что-нибудь другое переработаю. Хотя на самом деле я и мету не хочу брать. Так, здорово, тролль. Не, ну это не контрится. Вечный стан. Если камни пускаются как надо, то там забейте, там вечный стан. Тупо не отпускаю. Да. Но там жесткий убийца. Я надеюсь, ему темпларка будет приходить как мне. Через слезы. Кстати, там же вылетел маг. Это хорошо. Мне идет и Джакира, и темпларка идет. А можно духа 5-ку, пожалуйста? Махнусь не глядя. Дайте духа 5-ку. Ну не жлобись, бог рандома. Так, леший. Леший пойдет вместо Марса. Соберу его в 3 звезды, это будет огромный кусок мяса. И зачем мне эта темпларка? Так, вот убийца ко мне пришел снова. Жить! Темпларка пока что в 1 звезду. Это хорошо. Для меня это хорошие новости. Стан пошел. Отлично, отлично. Все, шикарно. Все, он сдох. У него пока что керри не темпларка, и это хорошо. Винстрик сбил. Красиво. Так, духа огня сюда.
Дух огня в 2 звезды, хорошо. Джакира, на сдачу пойдешь? Пока отдыхай. Я придумаю, что с тобой сделать. Не, ну мартретка у него, конечно, сильна. Не спорю, сильная мартретка. Клевер, отлично. Клевер я возьму. Клевер будет усиливать еще и моих духов. Поэтому клевер имба. Духа пятерки нет. Долго идет. Кто-то должен написать сейчас в комментариях о том, что типа, Саня, не наглей, а? Тебе и так нефритовый генерал на 22-м раунде пришел в 3 звезды. Ты еще и хочешь духа пятерку найти? Это не слишком охренел? Там, кстати, рейд ночных зверей. Я хочу попробовать рольнуть. Мне, кстати, надо будет еще поменять расстановку. Есть! Рейд ночных зверей. Сюда! Ой, плохо камни летят. Ой, плохо камни полетели. Ой-ой-ой. Минус 21 прилетело. Вот это больно. А того чувака я выкинул. Ладно. Ладно. Не паникуем пока что. Надо найти духа пятерку. Можно, в принципе, реально поставить себе будет драконов. Чтобы у меня был огромный прокаст. Да, у меня 4 секунды КД на камнях. Это, в принципе, нормально. Можно реально будет поставить себе много контроля и просто задушить его контролем. Как вариант. Просто благодаря огромному количеству контроля. Я думаю, это будет очень сильно. Представьте, у вас в моменте будет прилетать, во-первых, стан от Солнечного Стража, нюк от Джакира, у вас будет лететь корабль Кунки, обезоружь от Квапы. И плюс камни еще сверху будут накидываться. Это будет сильно. Да, камни не будут так, не так часто лететь, но все же. Двойные клыки, на самом деле они мне не нужны, и это мне тоже не надо. БКБ и рефрешер. Вот, наверное, БКБ я хочу взять. Да, я, наверное, БКБ все-таки возьму. Вот это не возьму. Хотя, наверное, взято Зеса мне стоило взять. Понял? Так, эти предметы... Ладно, скипну. Бессмертие. Сюда. Вот бессмертие мне надо. Это мы убираем. Бессмертие закидываем. 4400 хп у меня. Так, что у него? У него пока что ничего не понятно. Я, наверное, возьму все-таки БКБ. Хотя и рефрешер так смотрится вкусно. Башер. О, а сейчас мне надо будет следить за расстановкой. Возьму, короче, БКБ все-таки. И мне надо сейчас будет критично смотреть за расстановкой. А он Рики переставил. Но по итогу мартретку с башером не переставил. Кстати, темпларка у нее до сих пор в единицу. Ну и слава богу, что она у тебя в единицу. Пострадай, как я, когда я искал темпларку. Когда я пытался играть через темпларку. А ко мне приходил вот такой вот скилловый, как я. Сейчас. Ну? Ну, у меня, в принципе, аналогичная ситуация. Я не могу найти себе духа пятерку. Мне идет... О, дух пятерка. Наныл. Не, ну спустя-то 10, сколько? 15 раундов тогда. Ну, дух пятерка должен когда-то был прийти. И он пришел. Ну. О. Отлично. И вот так. Вообще идеально. Вот это сейчас будет разрыв. Один контроль и в могилу. А он, кстати, хорошо поставил сейчас. Но, парень, у меня есть БКБ. Мне так плевать на твой сайленс. Все, торба. 12 тысяч урона от духа пятерки. Красиво. Красиво взял короля второго. Показал скилл. Берсерк там в 2 звезды, но это ему не помогло чисто из-за того, что у меня нефритовый генерал камнями его закидал, и он в вечном стане находился. Да. Красиво. Но мне на его сайленс было максимально плевать.
Вот прям с высокой колокольни. А он еще и 6 убийц разобрал, прикиньте. Ой, точнее, 9 убийц разобрал. Подумал, что сайленсом он меня законтрит. У него было больше шансов это через 9 убийц. Ну ладно, давайте так. В этой игре я показал и продемонстрировал максимальный свой скилл. Нашел нефритового генерала на 22-м раунде и просто чилил всю игру. Кайф, кайф. Ну, будем объективно честными. Я прекрасно понимаю его, и у него заслуженная топ-2. Даже если бы он нашел, скорее всего, темпларку в 2 звезды, это бы ему не помогло. У меня слишком сильный стол, и его бы темпларка не била бы моего нефритового генерала из-за того, что у меня есть горн. И для того, чтобы темпларки до меня достать, ему нужно было бы уничтожить горн. А так как у меня еще сверху есть бессмертие, ну, короче, вы все сами прекрасно понимаете. Плюс я собрал духа пятерку в 2 звезды и отдал ему посох 3-го тира. Имба, имба. У моего нефритового генерала были все идеальные предметы. Драконий рог, бессмертие, БКБ, щит 5-го тира. То есть у его темпларки не было бы много шансов меня вынести. Как только хоть вот осталась бы одна темпларка, все, там бы вечно станы прилетали, потому что, ну, это нефритовый генерал в 3 звезды. Единственное, как он бы мог меня, наверное, уничтожить, это собрать себе гритеров с темпларкой в 2 звезды, либо просто поставить одного антимага, и антимаг меня разобрал бы, нечего делать. Хотя, если у него не было бы никакого отхила, то, скорее всего, вряд ли. Но не факт, короче. Если что, то камни бьют физическим уроном. Можно было бы кирасу поставить какую-то на минус броню. Было бы прикольно. Ну, короче, классная катка. У меня точно такая же ситуация была, когда я играл на убийцах. Я взял ранний 10 уровень. И за 20 раундов мне пришла ровно одна темпларка. Что бы я ни делал, как бы я там ни блокировал, какие бы танцы с бубном ни делал, мне темпларка в 2 звезды так и не пришла. Ну, у меня такая же игра и с Марси была. Просто ничего не шло. Ладно, давайте не будем растягивать. Просто кайфовая, чиловая каточка получилась, да? Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком, а если вы на меня не подписаны, то подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!